Уважаемые партнеры, уважаемые друзья, добрый вечер. Позвольте, мы сегодня поговорим о том, что хорошего, важного и обязательного стоит сделать именно сейчас, весной, для того, чтобы наше здоровье было лучше и нам было лучше. Меня зовут Елена Супрун, я доктор, и моя задача рассказать о том, что хорошее и очень хорошее можно сделать для нашего здоровья. Потому что на самом деле наше здоровье, наше с вами, здоровье тех, кто рядом с нами, оно неуклонно меняется. Меняется, это статистические данные, меняется в сторону того, что количество людей больных увеличивается. Увеличивается постоянно, потому что у нас много факторов, которые на это влияют. Это экология, которая, конечно же, изменилась резко в сторону ухудшения, загазованности, большого количества тяжелых металлов и так далее. Это изменение рациона питания, быстрое питание, не всегда рационально. Продукты питания, которые, как мы знаем, не имеют обычной ценности, которая была раньше, и в которых плюс есть много каких-то химических дополнительных элементов, ускорители роста, защитные какие-то химические элементы, которые нам, в принципе, не нужны. Нарушение режима дня и ночи, потому что очень многих сбился этот момент, начиная с прихода к нам ковида, когда все перешли на другой режим жизни немножечко, который стал более связан с сидением, такой сидячий образ жизни, то есть меньше движения. Плюс у нас появились дополнительные нагрузки, помимо того, что они и были в последнее время сильные, то есть это перегрузки в виде стрессов. И все это ведет к тому, что работа нашего организма нарушается. Нарушается, он не успеет восстанавливаться, и поэтому большое количество идет проблем, связанных со здоровьем. В первую очередь это проблемы иммунной системы, допустим, это аллергия, допустим, это аутоиммунные проблемы. То есть болезней стало больше, потому что изменила жизнь вот в сторону агрессии окружающей среды. Но при этом лечить эти проблемы стало сложнее, потому что многие организмы, они выработали устойчивость, они не дают реакцию на обычные лекарства или дают другую реакцию. Те же самые антибиотики, которые, как мы знаем, с одной стороны что-то лечат, с другой стороны калечат. То есть наше здоровье надо защищать и защищать еще более активно, чем, допустим, лет 10 назад. И вот для того, чтобы взять под защиту наше здоровье, мы должны понимать, что у нас есть выход в функциональных продуктах здорового питания. То есть дополнительные элементы питания, потому что в наших продуктах питания нет всего, что нам нужно. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Их не хватает в разы, в десятки раз. Но мы говорим о том, что нам нужно не просто правильные продукты питания, правильная диета. Мы говорим о том, что наши дополнительные элементы должны иметь свойство или улучшить какую-то функцию, или улучшить энергетический, допустим, баланс организма. То есть мы говорим о том, что не просто дополнительное питание, а питание с определенным влиянием на наше здоровье. И вот эти продукты, которые нам нужны для здоровья нашего, они должны быть, во-первых, комплексные, потому что нам нужны разные способы защиты. Желательно, чтобы они вот сочетались. Нам надо, чтобы они были безопасны. Нам надо, чтобы их можно было пустить в свой рацион многим людям, то есть они должны быть доступны. И желательно, чтобы они были приятными по своим свойствам. То есть внешний вид, допустим, возможность их проглотить без какого-то неприятного вкуса и так далее. То есть выбрать продукты, которые будут подходить для нашего здоровья и быть максимально полезными, на самом деле не так легко. И вот один из вариантов, который предлагается, это продукты, связанные именно с хвойными деревьями. Хвойные деревья, потому что особенность у них такая, мы говорим про хвойные деревья именно Сибири, они изучены, доказано, что в связи с тем, что большие перепады температуры, плюс 40, минус 40, именно в хвое этих хвойных деревьев находится много защитных элементов, которые могут нам подойти.
И мы сейчас говорим об одном из этих защитных элементов, это полипренолы, это сложные спирты, с одной стороны, с другой стороны, их называют еще иногда изопреноловые липиды природного происхождения. То есть смысл в том, что это длинная цепочка, которая нужна нашему организму. Мы должны понимать, что эти же полипренолы, они есть растительные и животные. Что касается растительных, это тот же самый витамин А, ретинол и каротин, его предшественник. Это коэнзим Q, это другие элементы, которые есть в нашем организме, есть в организме растений. Больше всего полипренолов именно в хвойных породах деревьев, и доказано, что именно они и позволяют растениям выжить вот при этих перепадах температур именно в Сибири. И вот доказано в результате многих исследований, что вот эти растительные полипренолы, они сами по себе могут помочь нашему организму, хотя мы не растения, мы животные, у нас животный метаболизм, то есть у нас в организме есть похожие элементы. Не полипренолы, у нас они называются долихолы. У нас долихолы ответственны за то, чтобы поддержать функцию мембран клеточных и за то, чтобы помочь защитить наши белки. То есть мы говорим о том, что качество нашего здоровья зависит от нескольких моментов, в том числе от того, как живет наша клетка и как работает наш генетический аппарат. Это классика, это мы все знаем. То есть что мы должны сделать, чтобы поддержать наше здоровье? Мы должны иметь много энергии. Это важно, она вырабатывается в митохондриях. Нам нужно, чтобы нам не мешали свободные радикалы. Классический момент. Образуются свободные радикалы, разрушают элементы клеток, разрушают образование энергии, включаются болезни или быстрое старение. То есть мы должны бороться с свободными радикалами. В этом случае наш генетический аппарат работает правильно, клетка может правильно восстанавливаться. И здесь очень важно качество белков, потому что белки нужны и для мембраны, и для ферментов, и для строительного материала. Так вот, белки у нас в организме надо защитить. То есть к молекуле белка надо присоединить простой углевод. Это гликозилирование белка. В этом случае он защищен. И неважно, где этот белок будет находиться. Он будет находиться в мембране, внутри клетки. Мы его защитили. И вот это гликозилирование белка очень важный для нас момент. Именно аналоги полипренола в нашем организме долихолы отвечают за этот процесс гликозилирования. Если полипренолы растительные ввести в наш организм, они не могут нам помочь никак, но они попадают к нам в печень. В печени они превращаются у нас в долихолы, которые нам нужны, и уже они, долихолы, начинают работать как и положено. И здесь надо понимать, что сами по себе гликопротеиды принципиально важны. То есть, первое, гликопротеиды, защищенные протеины, защищенные белки, это кирпичики, из которых строится масса важных элементов в нашем организме. Во-первых, это просто наши рецепторы. Мы знаем, что у нас на каждой мембране есть специальные принимающие антенны. Пришел инсулин. Надо, чтобы эта антенна увидела, пришел инсулин, надо отреагировать, его надо пустить, надо выработать нужную реакцию в организме. Или пришел адреналин, надо быстрее двигаться. Или пришел гормон, фермент и так далее. То есть для разных регуляторов в организме, гормоны, ферменты, у нас есть разные рецепторы. То есть, допустим, есть инсулин, но нет его рецептора, это инсулинорезистентность. Это проблема. И именно гликопротеины и позволяют иметь нужные рецепторы на всех наших клетках. То есть, к примеру, у нас есть вот определенный гликопротеин П называется, который отвечает за то, чтобы функция мембраны была правильна. Нужные элементы пустили, ненужные элементы выпустили. И это принципиально важно, к примеру, для здоровья клеток, сердца, печени, почек, ну и других органов. То есть первое, гликопротеины – это кирпичики для рецепторов. Второе, гликопротеины сами по себе – это сигнальные молекулы, которые отвечают за то, чтобы разные клетки, разные системы работали вместе. Ну, например, это взаимодействие иммунной системы.
наши иммуноглобулины. Иммуноглобулины, они же антитела, они же защитные белки. Вот белки, которые мы уже защитили, теперь они будут защищать нас. Или это маркеры онкологии, или это клеточный ответ. То есть самые разные моменты, когда клетки организма должны работать в одном направлении, и их надо скоординировать. Вот это взаимодействие обеспечивает снова же гликопротеины, которые будут в нужном количестве, если у нас достаточно будет долехола. И третье, эти же гликопротеины отвечают за то, чтобы была правильная структура нервов, миелиновая оболочка. Если она нарушается, это бывает при очень многих заболеваниях, они так и называются демиелинизирующие, когда эта оболочка разъедается. В этом случае не может импульс пройти по нерву туда, куда ему положено. И начинаются проблемы именно нервной регуляции. То есть получается, что гликопротеины принципиально важны в разных направлениях. Это и транспорт, это и взаимосвязь, это и построение нужных нам рецепторов и структур. И вот если гликопротеинов будет меньше, какие будут проблемы? То, что доказано уже научными исследованиями. Ну, во-первых, мышцы. Мышцы не имеют нужного уровня защищенного белка, пошли дистрофические изменения. Пошли проблемы позвоночника, проблемы мозга, сетчатки глаза, мышца сердца, проблемы пищеварительной системы, кожные, печень, ревматические проблемы. И четко доказано, что если идет быстрое преждевременное старение, это связано именно с тем, что в организме не успели закрыть белки гликолизом, то есть не гликозилированные белки, они быстро разрушаются, и просто мембрана не может работать, клетки погибают. То есть не хватает гликопротеидов, протеинов или нарушается их соотношение, включается масса разных проблем. И вот четко доказано разными исследованиями, с разными моделями, что если есть дисбаланс или дефицит гликопротеинов, в этом случае начинаются разные проблемы. Болезни, возрастные изменения, онкология и так далее. А это связано с тем, что мы не смогли белки защитить гликозилированием, потому что у нас не хватило долехола. Долехол образуется у нас. Но четко доказано исследованиями, что если мы введем в организм растительный полипренол, мы говорим про хвою, экстракт из хвои, то в этом случае этот полипренол включился, превратился в долехол, и он заменил долехол. Не хватало долехола, мы просто его заменили введенным растительным полипренолом. То есть мы четко понимаем, что растительные полипренолы, они принимают участие в том, чтобы поврежденные клетки организма починить или помочь их ремонту, или вовремя их обновить. То есть первое – это восстановление клеток. Второе – это укрепление их естественной оболочки, мембраны. Ну и, конечно же, это защита от разных абсолютно опасностей, которые могут быть, но в первую очередь защита от свободных радикалов. То есть еще раз напомним о том, что полипренолы отвечают за то, чтобы защитить белки. И именно гликозилирование белков укрепляет нашу мембрану, а соответственно улучшаются все функции клетки. И помимо того, что строительная функция, транспортная функция, иммунная функция, регуляция клеточного цикла, очень важная функция полипренолов – это энергетическая. Достаточно полипренолов, достаточно образуется энергии, потому что у нас мембрана в порядке, глюкоза зашла в клетку, пошло превращение глюкозы, образовалась молекула энергии, то есть АТФ, наша батарейка внутренняя, и у нас энергия будет порядок. Поэтому на самом деле растительные полипренолы из хвойных пород деревьев, они могут дать нам много эффектов. Основных эффектов 7. Первое – защита от токсинов. Мы знаем, что в первую очередь в организме нас защищает именно печень. Вот именно полипренолы, они улучшают работу печени по нейтрализации любых токсинов. И четко доказано, что если клетка печени работала, она обезвреживала какие-то вредные химические элементы, которые в воздухе или в воде, или
какие-то лекарства мы принимали, они все разрушаются в печени, и клетка печени была повреждена, то для того, чтобы ее восстановить, полипренолы не могут ее заново нарисовать, но не помогает ее восстановить потихонечку, обновить, потому что мы укрепили мембрану, мы позволили клетке работать лучше и дольше, и следующая клетка, которая придет к ней на защиту, на смену, она будет высочайшего качества. То есть и защита, и восстановление, и обновление. И этот эффект настолько сильный, что многие врачи считают, что для того, чтобы защитить печень, есть специальный класс лекарств, гепатопротекторы, те, которые защищают печень. Вот много исследований показало, что растительные полипренолы – это лучшая защита для печени, лучше классических лекарств, которые сейчас применяют. Второй эффект полипренола в растительных из хвои – это защита от инфекций. То есть здесь вот четко доказано, что они могут бороться напрямую с различными возбудителями, но принципиально важно, что они борются с вирусами. Вирусы – это проблема, они мелкие, они очень легко приспосабливаются, изменяются, к ним трудно найти средства защиты. Их много, снова же тот же коронавирус, который не так давно появился, всего несколько лет назад, но о котором все уже знают, а появляются новые вирусы, опасные для нас. И вот доказано, что именно полипренолы отвечают за то, чтобы в организме выработалось больше интерферона. Интерферон борется с вирусами, с любыми вирусами. Поэтому, если у нас достаточно полипренолов, то в этом случае улучшается функция защиты, и в то же время некоторые исследования показали, что полипренолы улучшают действие антибиотиков. Если нужно бороться с бактериями, у нас есть специальное лекарство, антибиотики. Вот полипренолы просто помогает им работать более качественно. Третий эффект. Улучшается работа нашей защитной системы, то есть иммунной системы. С одной стороны, мы знаем, что полипренолов достаточно, будет достаточно тех же самых антител или иммуноглобулинов. Больше антител, то есть функция защиты уже лучше. С другой стороны, будет больше интерферона. Интерферон – это борьба с разными проблемами, в том числе с вирусами. Плюс улучшается работа всех звеньев иммунной системы, потому что у нас есть общее звено на уровне организма, антитела, у нас есть местное звено, к примеру, слизистая оболочка и так далее. На всех этапах полипренолы улучшают работу иммунной системы. И очень важно, что они усиливают работу макрофагов, специальные клетки, которые поглощают то, что нам не надо, переваривают и выбрасывают. Это не специфическая защита, но она активно улучшается, и нам становится сразу легче. Четвертый эффект – это защита нервной системы. Нервная система важна в целом. Доказано, что именно полипренолы будут работать в разных направлениях, в том числе доказано, что они защищают клетки мозга, именно защищают при таких проблемах, к примеру, как нарушение кровообращения, такие временные, то есть проходящие или транзиторные. Обратим на это внимание, потому что именно вот такие временные нарушения кровообращения клеточек мозга, они связаны с нашими проблемами цивилизации, то есть это остеохондроз позвоночника, особенно шейный отдел, или повышение внутричерепного давления. То есть это встречается очень многих людей, пожалуйста, полипренолы поддержали клетки мозга. Плюс они могут работать как профилактика, защита или лечение уже изменений, которые есть. В первую очередь это возрастные изменения. Ну, например, Альцгеймер, Паркинсон, рассеянный склероз. Классические проблемы, которые встречаются у многих людей, с которыми трудно бороться, потому что они уже проявились, надо как-то аккуратно с ними разбираться. В то же время эти же полипренолы помогают, если есть депрессия, любая депрессия, выраженная, слабо выраженная. То есть если есть проблемы, полипренолы работают, но у здоровых людей, которые принимают полипренолы, доказано, что улучшается настроение, это очень важно, улучшается память, запоминание короткое и длительное, улучшаются возможности к
хорошая работоспособности, умственной и физической, снимаются стрессы и нормализуется сон. Очень хорошие эффекты. Пятый эффект. Защита от перекисного окисления, то есть от свободных радикалов. Мы знаем, что это важно, потому что свободные радикалы повреждают все элементы клетки, но в первую очередь сами митохондрии, меньше энергии, и мембраны, то есть клетки погибают. И вот именно полипренолы работают на молекулярном уровне, на самом нижнем уровне, где не дают максимальную защиту. Работает сильно потому, что у них длинная цепочка, это их структура, и они очень активно блокируют свободные радикалы. И это важно, потому что в том числе эти полипренолы за счет того, что убрали свободные радикалы, они улучшают наши липиды крови, то есть это холестерин. Это важно, потому что если нарушается обмен холестерина, у нас может быть атеросклероз, бляшки откладываются в сосудах, сосуды не пропускают кровь, возникает масса проблем. Пожалуйста, полипренолы работают. Это профилактика железодефицитной анемии. Здесь в первую очередь работает именно клеточный сок пихты. И четко доказано, что элементы, которые будут здесь работать, отвечают за то, чтобы железо быстро всасывалось и шло именно туда, куда надо, для того, чтобы перехватывать кислород и переносить его куда надо. Причем доказано, что именно вот здесь клеточный сок пихты работает по защите от железодефицитной анемии лучше, чем большинство лекарств. Это доказано, рекомендовано различными серьезными врачебными ассоциациями. Ну и последнее – это защита от воспалительных нарушений, любых, неважно. Это будет воспаление на уровне сустава, воспаление на уровне печени, воспаление на уровне дыхательного горла, бронхиты и так далее. Мы здесь получили защиту. И вот полипренолы бывают разные. Самые активные, мы уже знаем, что это хвойные деревья. Из них максимально активная это пихта сибирская. Она изучена в разных направлениях. И четко доказано, что сейчас можно получить не только отдельные элементы полипренола, но и другие части пихты, то есть, допустим, сок пихты, отдельно экстракт пихты, отдельно полипренолы, который смешаемый будет все вместе. Но вот именно полипренолы этой пихты, они максимально близки по составу к долихолам человека. То есть они нам подходят максимально. При этом это натуральное сырье, оно абсолютно безопасно, оно отлично очищается, и оно точно не имеет побочных эффектов. Ну, кроме самой непереносимости к элементам вот этих иголочек. Итак, что делать? Что выбрать? Мы говорим о том, что у нас в системе ВЛАП жидкости есть состав номер 3, он так и называется, природный концентрат с полипренолами. У нас он называется преновитал. Ну, прен – это изопрены, это вот спирты вот эти, вита – это жизнь, то есть это особый состав спиртолипидный, который обеспечивает хорошее качество жизни. В чем особенность нашего полипренола? В том, что, во-первых, это 100% натуральный продукт, без красителей, ароматизаторов. Это важно. И в то же время мы четко отвечаем за то, чтобы восстановить организм, потому что мы поможем обновиться и защититься каждой клеточке. Клеточка, то есть орган, орган, то есть весь организм. Они получены из пихты сибирской по особой технологии. Технология многоступенчатая, и она позволяет, с одной стороны, выделить их максимально аккуратно, но в то же время они будут именно в том виде, который подходит для нашего организма. И в этом случае мы будем получать именно концентрированный состав. Еще раз подчеркнем, что они нам нужны для того, чтобы обеспечить и обмен поврежденных элементов клетки на свежие, и энергетический уровень, и работу иммунной системы, и хорошая способность к адаптации. Потому что помимо того, что у нас будут непосредственно полипренолы, растительные, пихта, мы уже знаем, это важно, у нас будет дополнительно клеточный сок пихты. Немножко другой состав. Здесь будет борнилацетат. Это вещество нам нужно для того, чтобы дополнительно
бороться с разными возбудителями. Помним, да, что когда мы заходим в хвойный лес, вот этот запах освежающий, он связан именно с тем, что вот эти вещества активно борются с возбудителями. Неважно, это туберкулез, или это бронхит, или это какая-то пневмония и так далее, возбудители. То есть максимально помогаем при инфекциях конкретно дыхательной системы. Ну и дополнительный плюс, то, о чем мы говорили, это защита от железодефицитной анемии. И в дополнение к этому составу мы добавили немножко экстракта корня солодки, потому что солодка – это мощнейшее растительное вспомогательное средство, которое помогает, с одной стороны, разобраться с проблемами, которые есть, то есть подлечить их, именно лечебный эффект, а с другой стороны, дать четкую защиту, то есть профилактику. И что касается именно солодки, самое главное здесь противовоспалительные свойства. Очень сильные, сильные, потому что работает на уровне наших гормонов, очень сильный эффект. В то же время уходит спазм, смягчается кашель, и в целом мы получаем вот такое дополнение к нашему соку и экстракту хвои пихты. То есть какие у нас основные будут эффекты? Сопротивляемость инфекциям, улучшили кроветворение, убрали воспаление и заодно получили мягкое противоаллергические свойства. Это капли. Их надо капать в 15-20 капель в стакан воды. Желательно, чтобы вода была комнатной температуры, ну или чуть теплее, потому что чем ближе температура воды к температуре тела, тем лучше. И принимаются эти капли 1 или 2 раза в сутки. Обратите, пожалуйста, внимание, что наш концентрат с полипринолами подходит для приема на постоянной основе. То есть это именно тот состав, который есть смысл принимать каждый день для профилактики проблем, которые могут быть. И для подтягивания тех сложных моментов, которые у нас в здоровье, возможно, уже есть. В какое время их принимать, утром или вечером, или в обед, вы выбираете так, как вам будет удобно. И для чего мы рекомендуем состав? Поддержали работу сердца, печени, мозга, главные наши органы, восстановили уровень энергетики и получили хорошую адаптацию. Изменилась погода, мы приспособились. Появился какой-то возбудитель, приспособились. Надо поработать чуть больше, более активно, мы приспособились. Поэтому люди, у которых есть проблемы или иммунная система, вот, или энергии, или работоспособности, которая снижена, они принимают наш продукт и тихонечко получают эффект. Конечно же, как обычно, ко всем дополнительным элементам питания мы рекомендуем добавить воду. Просто потому, что мы улучшили обмен веществ в каждой клеточке. Но, конечно же, надо чуть больше воды. Стакан чистой воды, питьевой, хорошего качества, к приему наших продуктов. И еще раз обратим внимание. Любое заболевание проходит с повреждением мембран. Для того, чтобы помочь укрепить наши мембраны, надо просто ввести полипринолы пекты. Восстановили клеточки, улучшили работоспособность, улучшили возможность организма работать так, как надо. И еще раз обратим внимание на то, что количество долехолов в организме, то есть полипринолы, растительные равно долехолу у нас в организме. Чем меньше долехолов, тем меньше возможности организма восстановиться. То есть четко доказано, там, где болезнь, допустим, токсины или антибиотики, уровень долехолов снижается. Если есть онкология, он практически на нуле. Поэтому наша задача просто понимать, что нам надо добавить полипринолы и тихонечко получим ответ. То есть нам нужно здоровье, нам нужно, чтобы у нас были в порядке гликопротеины, потому что это или рецепторы, или сигнальные молекулы, или наша оболочка нервов. Для этого нужны долехолы, для этого нужен просто растительные полипринолы. Все, простая цепочка. Добавили полипринолы, получили ответ на уровне нашего здоровья. На что здесь надо обратить внимание? При всем желании надо понимать, что получить ответ на организм при приеме долехолов мгновенный невозможно.
То есть можно весь этот пузырек выпить сразу, 25 миллилитров, но мы эффект получим только частичный. Потому что, помните, мы говорили о том, что долихол и полипринол отвечают за восстановление клеток. Мы не можем убрать клеточки, которые повреждены. Им надо дать возможность восстановиться. То есть мы, условно говоря, проводим капитальный ремонт наших клеточек организма. И организм сам решает. Мы ввели ему полипринол, организм посмотрел, так, сегодня работаем с крышей, сегодня нервная система, завтра работаем с печенью, послезавтра работаем еще с чем-то. То есть здесь накопительный эффект. Тихо, постепенно получаем восстановление наших клеточек, восстановление функций клеточек, а значит органов, а значит организма. Поэтому здесь надо понимать, что для того, чтобы мы получили защиту полипринолов, их надо принимать длительно. Минимум 3 месяца – это обычный срок для всех дополнительных элементов питания. Но кому-то 3 месяца хватит, чтобы решить основные вопросы, а кому-то надо 6 месяцев. А вдруг есть проблемы с оболочкой нервов, надо 9 месяцев. То есть еще раз подчеркну, мощный продукт, который у нас есть, полипринол, подходит для длительного применения и рекомендован для длительного применения. Из всех наших продуктов, у нас много прекрасных продуктов разного направления, полипринол является одним из универсальных продуктов, который нам поможет решить разные моменты в организме. И, конечно же, вспомним еще раз о том, что с помощью наших продуктов системы Greenway Global, с одной стороны, мы улучшаем состояние здоровья, вот 50%, которые зависят от нас. То есть правильное отношение к тем, кто рядом, и к себе, любим всех. Второе, занимаемся физической зарядкой обязательно. Выбираем хорошие продукты, в том числе в нашей системе. Правильное количество воды, правильные дополнительные элементы питания. Плюс обязательно помогаем нашей окружающей среде в целом с помощью нашей системы, конечно, ну и конкретно у нас дома. И помним, что конкретно вот этот продукт, о котором мы говорим сегодня, полипринолы, у нас это Приновитал называется продукт, прошло длительное изучение в медицине в разных направлениях, в разных исследованиях. Мы четко знаем, сколько его надо принимать, в какое время, какие будут эффекты. Самое главное просто начать путешествие к тому, чтобы вашему здоровью стало лучше. Можно ли сочетать полипринол с другими продуктами? Не только можно, но и нужно, потому что у него одни возможности, а у других наших продуктов другие возможности. Поэтому выбираем то, что нам подходит, но самое главное, это надо делать каждый день. Эти эффекты работают в течение суток. Не откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня. Сегодня можно защитить наше здоровье, и завтра будет еще лучше. А если мы 3 месяца себя защитили, мы еще на более хорошем уровне защиты нашего здоровья. Ну и, конечно же, учимся у мудрых. У нас Аристотель сегодня: разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. Мы говорим о здоровье. Иногда для того, чтобы поддержать здоровье, приходится принимать очень неприятные продукты. Горькие, с каким-то вкусом, с каким-то внешним видом не самым приятным. Это абсолютно не имеет отношения к нашему продукту Приновитал. Легкий запах хвои, легкий привкус хвои и масса плюсов от приема этого продукта. Поэтому обратите внимание на наш продукт, если вы пока его не пробовали, начните его прием 15 капель или 20 капель. 20 капель, наверное, все-таки это чуть лучше дозировка. Раз в день, может быть, вечером, перед сном, перед ужином вы его приняли, и на завтра вы проснетесь уже с клетками, которым лучше, которые обновились, и которые, конечно же, дадут вам больше положительных эмоций в этот день. Поэтому любите свое здоровье. Любите здоровье ваших близких и делайте для этого что-то важное. Допустим, с нашим продуктом Приновитал.